Зима в тот год выдалась особенно суровой. К концу января морозы окрепли так, что воздух казался застывшим хрусталем, который вот-вот треснет от малейшего звука. Антон жил в небольшом частном доме на окраине города, где тишина была почти осязаемой. В тот вечер он чувствовал себя особенно одиноко. За окном завывал пронизывающий ветер, швыряя в стекла пригоршни колючего снега, а метеосводки в телефоне настойчиво предупреждали о приближающемся буране. Антон решил сварить какао. Этот нехитрый ритуал всегда помогал ему согреться и привести мысли в порядок. Пока молоко медленно закипало на плите, наполняя кухню сладковатым ароматом, мужчина подошел к окну, чтобы задернуть плотные шторы. И именно тогда он увидел ее. На самом краю порога, едва различимая в свете тусклого уличного фонаря, сидела кошка. Она не металась и не царапала дверь, а просто сидела, сжавшись в комок, и, казалось, смиренно ждала своей участи. Когда Антон прильнул к стеклу, кошка подняла голову. Ее глаза, два янтарных озерца, блеснули в темноте. Она тихо мяукнула. Звука не было слышно за двойным остеклением, но Антон прочитал это движение по ее губам. Затем произошло нечто, окончательно поразившее его. Кошка медленно подняла лапку и осторожно, почти вежливо постучала по стеклу. В этом жесте было столько достоинства и тихой мольбы, что у мужчины перехватило дыхание. Он рванул ручку двери. В дом мгновенно ворвался ледяной вихрь, заставив Антона поежиться. Кошка, не дожидаясь приглашения, стремительно юркнула внутрь, проскользнув между его ног. Едва за ней захлопнулась дверь, гостья остановилась в прихожей и начала неистово отряхиваться. С ее длинной, на удивление, густой шерсти во все стороны посыпались ледяные искры и снежная пыль. Присмотревшись, Антон ахнул. Перед ним была настоящая красавица, крупная, с мощными лапами, облаченная в роскошную белоснежную шубку, с редкими, идеально симметричными серыми полосками на спине и роскошным, как у белки, хвостом. Она совершенно не походила на уличную бродяжку. От нее веяло домашним уютом, и было непонятно, как такое создание оказалось на морозе в преддверии бури. «Ну и дела», — прошептал Антон. «Откуда же ты такая взялась?» Он налил в небольшую керамическую плошку немного теплого молока. Кошка подошла не сразу. Сначала она внимательно изучила ботинки хозяина, обнюхала углы и только потом, словно убедившись в безопасности, принялась лакать. Антон наблюдал за ней, и в его душе просыпались давно забытые чувства. Всю свою сознательную жизнь он провел в движении. После службы в армии его карьера была связана с логистикой и постоянными разъездами. Он видел сотни городов, спал в безликих отелях и привык, что его единственным спутником был дорожный чемодан. О питомце он мечтал с детства, когда еще маленьким мальчиком просил у родителей щенка, но те лишь разводили руками. В тесной квартире собаке не место. Став взрослым, он понял, что его кочевой образ жизни не позволит завести даже кактуса. И только год назад, осев в этом доме и сменив работу на удаленную, он начал задумываться о том, чтобы наполнить жилье чьим-то присутствием. Но он все медлил, выбирал, сомневался, а теперь судьба сама постучала в его окно. Закончив с молоком, кошка направилась вглубь дома. Она шла медленно, с королевской грацией, останавливаясь у каждого предмета мебели. В гостиной она на мгновение замерла перед телевизором, где шел футбольный матч. Яркие вспышки на экране и шум трибун заставили ее насторожиться. Антон, заметив это, тут же убавил звук до минимума. «Не любишь футбол? Понимаю», — улыбнулся он. «Давай найдем тебе место поспокойнее». Кошка словно поняла его. Она запрыгнула на широкий подоконник в гостевой спальне и долго смотрела на метель, которая теперь бушевала в полную силу. Затем ее внимание привлек большой шкаф. Она подошла к нему и требовательно мяукнула.
Когда Антон открыл дверцу, она безошибочно выбрала нижнюю полку, где лежало старое шерстяное одеяло. Кошка забралась внутрь и начала усердно месить шерсть лапками, громко мурлыча. Этот звук, похожий на рокот маленького мотора, заполнил всю комнату, создавая атмосферу небывалого спокойствия. Следующий день Антон провел в заботах. Несмотря на то, что метель утихла, мороз только усилился. Он сфотографировал свою гостью и выложил объявление во все местные паблики. Найдена кошка, очень красивая, явно домашняя. Он даже прошелся по ближайшим соседям, преодолевая сугробы. «Нет, Антош, не наша», — качала головой соседка баба Маша. «У нас в поселке таких породистых отродясь не было. Может, из города кто привез да выбросил. Люди разные бывают». От мысли, что такую красавицу могли просто выставить на мороз, Антону стало не по себе. Он вернулся домой и застал кошку в той же позе на полке в шкафу. Его начало беспокоить ее состояние. Она почти не притронулась к предложенной курице и казалась очень вялой. Ее живот выглядел немного раздутым, а бока — тяжелыми. Ночь прошла беспокойно. Мужчина несколько раз вставал, чтобы проверить, как там его пушистая постоялица. Кошка не спала. Она сидела на лежанке, напряженно вглядываясь в темноту, и иногда издавала короткие, гортанные звуки. На рассвете, когда первые лучи холодного солнца коснулись инея на окнах, Антон проснулся от странного писка. Это не было похоже на мяуканье взрослой кошки. Звук был тонким, прерывистым и очень настойчивым. Он босиком бросился в гостевую комнату. Картина, представшая его взору, заставила его замереть в дверном проеме. Кошка лежала на боку, тяжело дыша, а в складках одеяла копошились 3 крошечных влажных комочка. Один был угольно-черным, второй — точной копией матери, а третий — дымчато-серым. «Так вот, почему ты так настойчиво просилась внутрь», — прошептал Антон, чувствуя, как к горлу подкатывает комок. «Ты не просто спасалась сама. Ты спасала их». Кошка подняла голову и посмотрела на него. В этом взгляде больше не было просьбы или страха. В нем была бесконечная материнская гордость и безграничное доверие к человеку, который открыл ей дверь в самую важную ночь в ее жизни. Через пару дней, когда молодая мать немного окрепла, Антон отвез все семейство в ветеринарную клинику. Врач, осмотрев малышей, заключил, что они здоровы, хотя и родились чуть раньше срока из-за стресса и холода. «Вам очень повезло», — сказал ветеринар, поправляя очки. «На таком морозе котята не протянули бы и часа, да и кошка могла погибнуть. Вы вовремя открыли дверь». За следующие недели дом Антона преобразился до неузнаваемости. Тишина, к которой он так стремился, сменилась веселым хаосом. Котята, которых он назвал в честь небесных светил, Сириус, Вега и Марс, начали активно исследовать пространство. Его когда-то безупречно чистый пол теперь был усыпан игрушечными мышками и шуршащими мячиками. Шторы стали объектом для альпинистских тренировок, а ноутбук — идеальной грелкой для сна. Мама-кошка, которую Антон назвал Глорией, стала его тенью. Она провожала его на кухню, сидела рядом, пока он работал, и спала на краю его кровати, охраняя сон своего спасителя. Антон больше не искал ее прежних хозяев. Он понял, что она пришла именно к нему не случайно. Когда пришла весна, и снег начал таять, обнажая первую траву, Антон сидел на террасе своего дома. На его коленях дремала Глория, а подросшие котята устроили засаду в кустах смородины. Мужчина смотрел на закат и думал о том, как странно устроена жизнь. Он искал идеальный дом, покупал мебель и выбирал обои, но по-настоящему уютным это место сделали 4 хвоста и 18 маленьких лапок. Тот морозный вечер стал для него точкой отсчета новой реальности, где больше не было места одиночеству, а ответственность за чужие жизни дарила смысл каждому новому дню. Антон наконец-то обрел ту самую семью, о которой мечтал, даже не подозревая, что она постучит в его дверь в облике продрогшей кошки,
во время февральской метели.